У меня очень запутанная история моего детства. Мой отец – кровный кореец, а мама русская. После того, как мои родители обвенчались, я родился в корейской семье и жил в Кунсане. Для мамы жизнь в Корее оказалась очень сложной. Мама забрала меня в Россию. Там она меня растила и воспитывала вместе с бабушкой. Папа остался в Южной Корее. Больше мы с ним никогда не виделись. С тех пор я никогда не видел своего отца и рос без него. Меня мучили мысли, что я его никогда не увижу. Он мне постоянно снился. И я его видел в своих снах. И я решил, что найду его. Это поездка, которая поменяла мою жизнь и восприятие навсегда. В этом видео вы сможете окунуться в историю моей жизни и полностью погрузиться в мир Южной Кореи. Мой путь начался с аэропорта Домодедово. Перед этим я купил билет в один конец, а в кармане лежало $100. Время идти к новым приключениям. У меня есть билет в один конец, у меня есть $100, у меня есть энтузиазм найти своего отца, который живет в Корее. Куда этот самолет отправляется? Последний конец, правильно. Ты волнуешься? Нет. Настя, привет. Я забыл представить, это Анастасия, и она хочет выйти замуж за корейца. И поэтому... Я такого не говорила. Я с твоих слов говорю. В общем, она хочет замуж за корейца, чтобы жить у него и радоваться жизни. Вот. Все русские девушки такие, вот. Только на иностранцев клюют. Правда, Настя? Решила улететь от нас, да? Это клевета. Иммигрант, Грязная да? клевета. Какой иммигрант? У тебя прям на лице написано, что ты нелегал. Смотри, нелегал. Настя, мы едем в Сеул. Везете что-то запрещенное? Девушка, можно ваш билет? Девушка, вы заяц? У меня не было ни адреса, ни номеров телефонов, ни знакомых. Единственное, что у меня были, это фотографии, имя моего отца и собственный энтузиазм, который помогал мне не пропасть зря. Я знал, что найду его, рано или поздно, сейчас или позже. Поздравляю вас, поздравляю меня. Это Южная Корея. Посмотрите на меня. Я не спал уже 10 часов, даже, наверное, больше. И на мне не осталось вообще живого места. Я выгляжу как кореец, который отработал, наверное, 2 смены подряд и не спал. Спасибо. Крутяк. Теперь я настоящий солист группы BTS. Настя, как ты могла поменять холодную пасмурную Россию на солнечный, цивилизованный, урбанизованный Сеул? Как ты могла? Тебе вообще не стыдно, а? Знаешь, до 20 лет я, в принципе, думала, что я такой прям патриот конченый. А теперь Вот что? вот Где я ты вот- вообще вот я сейчас находишься? вот я приехала, Тебе теперь не думаю, стыдно? да я не хочу возвращаться Тут нет домой. русской речи, тут одни иероглифы, вот эти вот чунчин. Настя меня избегает, хотя осталось совсем чуть-чуть. Настя, ты рада? Настя, ты выеживаешься, а тут все за меня будут, потому что тут все корейцы, а я кореец. Поэтому нас больше, чем вас, русских. Поняла? Блин, смотрите, это этот Чхонгук, от которого все фанатеют. Многие корейцы и любители BTS мне доказывают, что они не похожи друг на друга. Вы серьезно? Вы хотите сказать, что этот человек не похож на этого? Или этот не похож на этого? Heavenly starlight, flooding my soul with your smile. Я изучал культуру, жизнь, правила в Корее. Я жил в столице около 7 дней. Познакомился с огромным числом потрясающих людей, которые до сих пор в моей жизни занимают важное место. Я не сильно нуждался в деньгах, ел мало, и, услышав мою историю про отца и маму, многие люди мне помогали. Now I show you how use палочки. Я покажу вам, как пользоваться палочками. 나의 내 집 한평. Can I call you Lee? 아, 리. No? Mother. 엄마. 아, 어머니, 마더. Yes, 엄마. 너무 멋있어요. With my favorite picture. My favorite picture. my family 가족. 팬성가이. Thank you very much. You're very handsome, you're beautiful, yes. Thank you. You're not tired? Wooden steps. I'm tired, just. You're not tired? Yes. A little bit. I'm very old for these tricks.
Rest. How are you? How are you feeling? Time to okay. I'm in no hurry. No hurry. You look so happy. I am happy. Very happy. Oh yes. Nice. Nice, right? Do you wanna jumping? Those houses? No. No need. Yes. Just look. You're not crazy? No. My mind can jump. Я не мог поверить, что мой отец находится примерно 200 километров от меня, и у меня есть шанс его увидеть спустя 14 лет разлуки. И иногда я терял связь с реальностью, я не верил, что зашел настолько далеко, я забыл, что такое страх. Мной одолевала только мечта. Генри. This is porn video, no? Генри, what you doing? После всего этого я купил билет в Кунсан. Я знал, что мой папа никуда не переехал, потому что там живут все его родственники, а корейцы преданы своему дому. Смею предположить, что это мой родной город уже близится. Что мы имеем? Маленький-маленький город с плотностью населения 200 тысяч человек, несколько фотографий и базовые знания английского. Хотя в таких провинциальных городах маленьких на английском люди вообще не бом-бом. Я с этой фотографией ношусь и хожу как сумасшедший и говорю "You know this person, you know this person". И люди просто, видите, оборачиваются на меня, смотрят. Вот тут люди на меня реально пялятся. В Сеуле на меня никто не смотрел, потому что много иностранцев, а здесь на меня вообще все смотрят. Типа как какой-то городской сумасшедший с афродредами. Я бродил по окрестностям городка моего детства. Я понимал, что когда-то, 13-14 лет назад, я бегал и прыгал своими маленькими ножками по этим переулкам. И даже не мог представить, как моя жизнь обернется дальше. Я расспрашивал местных о моем отце, но меня никто не понимал, даже на английском, и только грустно покачивали головой. После этого я решил, что пойду в полицейский участок. Я знал, что там мне помогут. В полицейском участке меня встретили с улыбкой. Языковой барьер был небольшой проблемой, пока я не встретил офицера, который говорит по-английски. Меня накормили очень вкусной едой. Я рассказал свою историю, после этого полицейские начали свои поиски. И спустя 1 час они вышли на друга моего отца, и я понимал, что это победа. Я очень-очень рад, что встречусь со своими родственниками. Просто не передавать. Меня переполняют эмоции. Я одновременно счастлив и очень беспокоюсь. Я проделал такой огромный путь, и все получилось настолько быстро. Я даже не представлял, что это настолько будет быстро. Это просто потрясающие вещи происходят в нашем мире, когда люди воссоединяются. Столько времени я не видел своего отца, не видел 12 лет своего отца, теперь я могу его увидеть. What he say about me? Reaction. Your father? Yes. Then he said, sure, of course, he's my son. Why not? I want to see him. Oh, my name is Lee Chung-jin. Lee Chung-jin. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Thank you very much. Yep. I don't forget you. I remember you. Thank you. Long time. Thank It's you. my pleasure. Из полицейского участка меня забрал лучший друг папы, мистер Йонг, который говорит на русском языке. И мама очень-очень сильно его любила. Столько времени прошло, да? Столько времени, прошло 10 лет, да? И вот под вечер папа вернулся с работы. Это тот самый-самый важный момент, один из важных моментов в моей жизни. Встреча со своим отцом спустя 13-14 лет разлуки. How are you? How's life? 어떻게 왔어? This is for you. 알아. 키가 크네. 뭐요? This is my memorize for my life. 도 Yes. Daddy. 뭐 어떻게 사가? What he say? 이거 뭐야 이거? Young. Tattoo. 따투했어? Yes. This is tattoo. 우리는 또 왜 그러고 되게 Afro.
왜 그래 왜? Afro, which is Afro pigtails. 엄마는 Отец мне показывал город. Мы ездили по всем местам, где я был в детстве со своей мамой и с ним. Мы делали фотографии в местах, где я был в своем раннем детстве. И я погружался в те времена, беззаботные, лихие детские времена. Только тут немножко светлее. Получается, это то же самое, что было 12 лет назад, посмотрите. Мой отец говорил чуть-чуть по-русски и чуть-чуть по-английски. Но даже молча мы могли понимать друг друга. Я по нему очень скучал, вы не представляете как. Теперь я воссоединился со своей семьей. 하나도 없다. 잘생겼다. 반가워. 웰컴. А это бабушка с дедушкой, которым уже 80 лет, но жизнь только для них начинается. Как же быстро идет время. Это самая ценная вещь, которая у нас есть, ценный ресурс, который нельзя тратить впустую. И оно меняет все и оставляет отпечаток в твоей жизни. Это одно из самых важных видео в моей карьере ютубера. Я безумно благодарен своему отцу за все, что он сделал для моей мамы и для меня. Я тебя люблю, спасибо тебе, папа. Я безумно благодарен, ты потрясающий человек. Мама и папа, я безумно благодарен за все, что вы сделали для меня в моей жизни. Вы всегда были рядом. Если бы не ваша забота, ваша доброта, меня бы сейчас не было, я бы не говорил сейчас на камеру. Спасибо вам, я люблю вас. На такой ноте я заканчиваю видео. Берегите своих родителей, берегите себя, да пребудет с вами счастье. Аньо косэйо, ребята.